Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Знаете, что самое обидное, когда ты журналист? Не то, что тебе не платят. Не то, что редактор правит твои заголовки так, будто лично хочет, чтобы тебя не читали. Не то, что в комментариях тебя называют фейк-ньюс, хотя ты единственный, кто вообще проверяет факты в этом богом забытом интернете. Самое обидное, это когда ты приходишь домой после 12-часового рабочего дня, заходишь в ванную своей однушки, чтобы смыть с себя усталость и ощущение, что мир катится в пропасть, а ты стоишь с блокнотом и записываешь скорость падения. И вдруг из ванной ты выходишь не в свою квартиру. Нет, я серьезно. Вот так вот. Зашла в ванную, а вышла в чужую жизнь. Никаких предупреждений. Никакого внимания переход между мирами. Даже таблички выхода нет не было. Типичный недружелюбный портал. Справедливости ради, ванна была подозрительна. Кран протекал, свет мигал. Эти старые лампы, которые мигают, как будто разговаривают с Богом на своем языке. Я стояла под душем, мыла голову и думала о статье, той самой, которую зарубили. Коррупционная схема в муниципальных закупках. Кто делит деньги? 6 недель работы, источники, документы, проверки, а потом звонок от редактора. «Катрин, сворачиваемся». Сверху попросили, ну, ты понимаешь. Я всегда понимала. В этом, собственно, и состояла моя проблема. Я понимала слишком много. И вот я стояла, смывала шампунь, и свет мигнул, не как обычно, не лениво, а как будто лампа перед смертью вспомнила всю свою жизнь. Раз, два, три. Темно. Я моргнула. Под ногами была не моя плитка. Та дешевая, белая, с трещиной, которую я закрасила белым маркером 2 года назад и с тех пор каждый раз чувствовала под ногами, как шрам. Здесь плитка была каменная, серая, теплая. И не просто теплая, нагретая, будто под ней что-то было. Трубы? Может быть. Но у меня под плиткой не было ничего, кроме соседей снизу, которые жарили рыбу каждый четверг и хотели, чтобы я обязательно знала об этом. Я выключила воду, точнее, хотела выключить, но кран был другой. Не мой дешевый хромированный, который я купила на распродаже и установила сама, кривовато. Этот кран был бронзовый, тяжелый, с резьбой, как будто его делал кузнец, который знал свое дело и любил его. Я повернула кран, вода остановилась. Тишина. Не та тишина, которая бывает в моей квартире, когда ты выключаешь воду и слышишь, как сосед справа смотрит телевизор, а сосед слева ругается с кем-то по телефону. Нет. Эта тишина была глубокой, как колодец, как будто звук в этом мире еще не придумали или забыли придумать. Я стояла мокрая, босиком на теплой каменной плитке и понимала, что что-то не так. Нет, вру. Я почувствовала, что что-то не так, когда свет моргнул. Я журналист, мы профессиональные параноики. Но тогда я подумала, лампа перегорела или замыкание, или я слишком долго стояла под горячей водой, и у меня галлюцинации. Теперь, стоя в чужой ванной, я не могла списать это на галлюцинации. Галлюцинации не меняют плитку, экраны и запах. Здесь пахло не моим шампунем, а чем-то цветочным, тяжелым, как старые духи бабушки, которые я видела только на фотографиях. Дверь. Моя дверь в ванную была белая, с облупившейся краской и замком, который закрывался только снаружи, потому что внутри ручка сломалась. Эта дверь была деревянная, темная, с резьбой, и замок настоящий, металлический, с ключом, который торчал из скважины, как будто кто-то специально оставил его для меня. Я постояла, подышала, посчитала до 10. Привычка из терапии, которую я прошла 3 года назад, когда поняла, что моя работа меня убивает. Но уходить я не собираюсь. Потом открыла дверь. За дверью была не моя квартира, это я поняла сразу.
Моя квартира 15 метров, кухня, совмещенная с коридором, старенький диван и окно, выходящее на стену соседнего дома. Я знала каждый сантиметр своей квартиры, потому что их было немного. А здесь были метры. Много, очень много. Спальня. Нет, не спальня, зал. Комната, в которой моя квартира поместилась бы целиком, и еще осталось бы место. Стены оклеены тканью шелковой, цвета темного вина. Пол деревянный, натертый до блеска. Мебель, кровать с балдахином, шкаф и туалетный столик с зеркалом. Зеркало. Я подошла к зеркалу, потому что журналист сначала смотрит, потом верит. А иногда сначала смотрит, потом верит, потом смотрит еще раз, потом пьет и потом пишет статью. Из зеркала на меня смотрела чужая женщина. Молодая, лет 19, может 20, лицо тонкое, с высокими скулами, глаза большие, темные, испуганные, волосы длинные, черные, мокрые, как и мои. Но не мои. Мои русые, стриженные неравномерно, потому что я стригла их сама, когда раздражалась. Эти волосы были чужие, и лицо было чужое, это тело было чужое, худое, маленькое, с тонкими запястьями. Мое тело 42 размер, широкие плечи от плавания в колледже и шрам на коленке от велосипеда, который я не умела водить, но упорно пыталась. Здесь не было шрама, здесь были другие руки, ноги и другое все. «Это не я», — сказала я. Голос был тоже чужой. Высокий, тихий, с интонацией, которую я никогда не использовала. Я сказала еще раз. «Это не я». Зеркало не ответило. Зеркала, они вообще вредные. Они показывают тебе правду, которую ты не просил. Я села на пол. Не потому, что упала в обморок. Я никогда не падаю в обморок. Я журналист. Я попадаю только в скандалы. Я села, потому что ноги стали ватными, а ватные ноги плохо держат. И тут я увидела бумаги. На туалетном столике рядом с серебряной щеткой для волос и флаконов духов несколько листов. Плотная бумага, списанная от руки аккуратным наклонным почерком. Я взяла их, потому что журналист всегда берет бумаги. Это рефлекс. Как дышать, только вреднее. Первый лист — письмо. Без конверта, без подписи в конце. Видимо, черновик или копия, оставленная для памяти. «Дочь моя, решение принято. Через 3 дня в нашей резиденции состоится церемония твоего обручения с генералом Мареком Талом, командующим Северным легионом Тирской империи. Это не просьба, это обязательство Дорнского дома перед конфедерацией и перед империей. Ты будешь вести себя подобающе, ты будешь молчать, улыбаться, ты будешь женой, которой тебя учили быть. Если ты подумаешь о том, чтобы отказаться, вспомни о матери. Она тоже отказалась однажды, и я не позволю тебе повторить ее ошибку». Я прочитала дважды. Потом обратно села на пол, потому что ситуация была следующая. Я, Катрина Вольская, 27 лет, журналистка, живущая в однушке на окраине города, в котором нет никакой Тирской империи, оказалась в теле 19-летней девушки по имени Алира Дорн, которую через 3 дня выдают замуж за какого-то генерала. А если она откажется, напомнят о матери, которая, судя по формулировке, тоже от чего-то отказалась. И что-то мне подсказывает, что с матерью ничего хорошего не случилось. Я рассмеялась. Не потому, что было смешно, а потому что, когда тебе не остается ничего, смех — это последнее, что у тебя есть. Ну и ирония. Это 2 кита, на которых держалась моя жизнь. «Отлично», — сказала я чужим голосом. Зашла в ванную и вышла замуж. Первое, что я решила, не паниковать. Второе, не выдавать себя. Третье, понять, где я и что происходит. Стандартный журналистский протокол. Наблюдай, фиксируй, делай выводы. Только обычно я применяла его к коррупционным схемам, а не к собственному перемещению между мирами. Я оделась. Это заняло время, потому что чужой гардероб не был приспособлен для человека, привыкшего к джинсам и толстовкам.
Платья, корсеты, нижние юбки. Я стояла перед шкафом, как перед вражеской территорией, и пыталась понять, что надевается первым – рубашка или корсет. В итоге я выбрала простое платье, серое, без украшений, с пуговицами на спине, которые я не могла застегнуть, потому что мои руки не гнулись так, как нужно. Я потратила 10 минут, ругаясь про себя, и, наконец, застегнула последнюю пуговицу, сломав 2 ногтя. Дверь в коридор открылась, без стука, что говорило о том, что здесь либо не принято стучать, либо вошедший привык, что дверь не заперта. «Госпожа Алира, вы уже встали!» Молодая женщина, моя ровесница, нет, чуть старше, лет 25. Простое платье, белый фартук. Служанка. Она смотрела на меня с беспокойством, как будто я должна была лежать в постели и страдать, а не стоять посреди комнаты, одетая криво и с торчащими волосами. «Да», — сказала я и добавила осторожно. «Мне немного нехорошо». Это было правдой. Мне было нехорошо. Мне было так нехорошо, что если бы существовала шкала нехорошести, я бы ее сломала. «Ох, госпожа, опять голова болит после того случая. Мастер Себастьян приказал не беспокоить вас до обеда. Но если вы хотите...» «Нет», — сказала я, — «то есть да, голова очень болит. Я, может быть, пройдусь по дому? Свежий воздух». Да, мне нужен был свежий воздух. И план дома, и карта местности, и политическая ситуация, и в идеале портал обратно. Но начать я решила с воздуха. Служанка, ее звали Тесса, как я узнала позже, посмотрела на меня странно. Прогулка явно не входила в привычки Алиры Дорн, но она не стала спорить, просто кивнула и пошла впереди, открывать двери, как будто я сама не могла это делать. Дом был огромный. 3 этажа, лестницы, коридоры, картины на стенах, мебель, темное дерево, бронза и кожа. Окна высокие, с тяжелыми шторами. Из окон был виден город. И вот тут я остановилась, потому что город был не мой. Не мой в том смысле, что я не знала его, но и не чужой в том смысле, что он был настоящим, живым, из камня и дерева и дыма. Улицы мощеные, узкие, идущие вниз, как будто город был построен на скале. Крыши черепичные, красные и серые. Внизу порт, мачты, дым из труб. Вдалеке горы, синие, как будто нарисованные ребенком. И пар. Из труб, из каких-то машин на улицах, из пристаней, как будто город дышал. «Какой это город?» – спросила я, стараясь, чтобы вопрос звучал как можно более просто, то есть естественно, как будто я просто восхищаюсь видом из окна. Тесса посмотрела на меня еще страннее. «Велес, госпожа, вы же знаете, вы здесь родились». «Конечно знаю, просто красиво смотрится с этого угла». «Велес. Я запомнила. Город называется Велес. И я здесь родилась. Ну, не я, а Лира, но сейчас я». Я продолжила прогулку по дому, стараясь запоминать все. Журналистская привычка фиксировать детали. Выходы, окна, двери, количество слуг. Я насчитала 7, не считая Тессы. Охрана. 2 у главного входа вооружены. Еще 1 на заднем дворе. У них револьверы. Несовременные, но вполне функциональные. Я знала, как выглядит револьвер, потому что когда-то писала статью о нелегальном оружейном рынке и неделю провела, изучая все, что стреляет. К обеду я знала план дома, к ужину знала расписание слуг. А к ночи знала, что сбежать будет трудно, но возможно. Но сначала нужно было понять, от кого именно я собираюсь сбежать. Обед был испытанием. Столовая, длинный стол, свечи, фарфор, серебро. Я сидела почти во главе стола. Нет, не во главе, в середине. Во главе сидел он, Себастьян Дорн, отец Алиры, патриарх, глава Дорнского торгового дома. 58 лет, но выглядел на 45. Подтянутый, седой, с лицом, которое, наверное, было красивым в молодости, а теперь стало просто значительным. Он не смотрел на меня. Он смотрел на тарелку, на слуг, на документы, которые принес с собой,
и положил рядом с приборами, как будто без работы не мог прожить и 40 минут. Он смотрел на всех, кроме меня. «Алира», — сказал он, не поднимая глаз, — «через 3 дня ты готова?» Вопрос был риторический. Он не спрашивал, он констатировал. Как врач говорит, термометр под мышкой. Не потому, что интересуется твоим мнением о градуснике, а потому, что так положено. «Я? Да, отец». Голос не дрогнул, я молодец. Журналистка, которая брала интервью у коррупционеров и не моргала, может притвориться покорной девочкой. По крайней мере, минут на 5. «Хорошо». Это было все. Все, что он сказал мне за весь обед. Остальное — разговор с сыном, которого я раньше не видела. Рен Дорн. 23 года, похож на отца. Как копия. Только без значительности. Молодой Себастьян, но без фундамента. Они говорили о торговле, о поставках, о каком-то северном маршруте и тирских гарантиях. Я слушала и запоминала. Журналистский рефлекс. Собирай информацию, даже если не понимаешь, зачем. Потом поймешь. Или не поймешь. Но хотя бы будешь умнее, чем 5 минут назад. Ключевое слово, которое я уловила — оружие. Дорны торговали оружием. И свадьба Алиры с тирским генералом – это не просто политический союз. Это закрепление канала поставок. Я не невеста, и я печать на договоре. Живая, дышащая, ходячая печать. Десерт был хорош, что-то заварное. Я ела и думала, вот так, наверное, чувствует себя теленок, которого откармливают. Еда вкусная, условия хорошие, а в конце нож. После обеда Себастьян наконец посмотрел на меня. 1 раз. Как будто проверял товар перед отправкой. «Через 3 дня», — повторил он, — «и не делай глупостей». Дверь за ним закрылась, и я выдохнула. «Он всегда такой?» — спросила я у Тессы, которая убирала посуду. «Какой, госпожа?» «Ну, такой деловой». Тесса смотрела на меня так, как будто я спросила, всегда ли вода мокрая. «Он ваш отец, госпожа». «Я знаю. Просто после удара по голове все немного туманно». Удар по голове. Это была моя легенда. Я нашла запекшуюся кровь на виске. А Лира, судя по всему, упала или ударилась, или ее ударили. Я решила использовать это как универсальное оправдание. После удара. Стресс, удар, универсальная отмазка. Не помнишь чего-то — удар. Ведешь себя странно — удар. Не знаешь, как застегивать корсет — удар. «Ох, госпожа!» Тесса прижала руку к груди. «Может, позвать врача?» «Нет, не надо врача. Просто расскажи мне все. Все, что происходит. Как будто я забыла». Тесса колебалась, но я смотрела на нее честными чужими глазами, и она сдалась. Мы сидели в моей комнате, и Тесса говорила, а я слушала. И чем больше она говорила, тем меньше мне все это нравилось. Итак, мир, в который я попала, назывался... у мира не было названия, потому что люди здесь думали, что других миров не существует. Но я-то знала лучше. Континент один, но разделенный. 3 силы. На севере горные княжества, Северный альянс, свободные, дикие, воинственные. Каждый князь сам себе закон. Жить там – это как жить на улице, только в горах. Зато никто не указывает. На юге Тирская империя, милитаристская держава, армия, религия. Генералы – полубоги, император – бог. Расширение – единственная цель. Тирская империя ела соседей, как голодные на банкете. Медленно, методично, с хорошими манерами. В центре Велесская конфедерация. Союз торговых городов-республик. Здесь правили не князья и не генералы, а деньги. Торговые дома как корпорации, только с замками и семейными гербами. Дорнский дом – один из крупнейших. Посредник между всеми. Покупает дешево, продает дорого, руки в крови, лицо в порядке. И вот теперь свадьба. Дорны заключили сделку с Тирской империей. Дорны обеспечивают поставки, оружие, сталь, порох.
через конфедерацию на юг, для Тирской армии. Взамен Тир не трогает конфедерацию. Но сделки нужны гарантии. Живые, теплые, с глазами и сердцебиением. Алира Дорн – гарантия. Марек Тал – гарант. Свадьба – это подпись. «А если я откажусь?» – спросила я. Тесса замолчала, потом тихо сказала: «Госпожа, вашей матери тоже не нравилось, что отец решил за нее». «И что с ней?» «Она умерла, госпожа, 5 лет назад. Несчастный случай на лестнице». «Несчастный случай на лестнице. Какая удобная лестница. Я писала о таких несчастных случаях в своем мире. Жена коррупционера выпала из окна. Бизнес-партнер поскользнулся в ванной. Свидетель покончил с собой. А здесь лестница, там окно. Технологии разные, логика одинаковая». «Она тоже хотела отказаться?» – спросила я. «Она хотела уйти и забрать вас. Но мастер Себастьян...» Тесса осеклась. «Простите, госпожа, это не мое дело». «Твое», – сказала я. И голос был мой, не Алирин, а Катрин. Потому что я спрашиваю, и ты отвечаешь. Это так работает. Тесса вздрогнула, посмотрела на меня, и я увидела в ее глазах что-то, чего не видела раньше. Не удивление, а узнавание. Как будто она давно ждала, что кто-то это скажет. Не госпожа Алира, а кто-то другой. Кто-то, кто спрашивает и ждет ответа. «Ваша мать», — сказала Тесса тихо, — «была не отсюда, не из Велеса. Отец привез ее с севера, с Альянса. Она была другая, сильная, говорила, что думала, писала». «Писала?» «Да, письма, статьи в газеты. Она отправляла тексты в «Глаз», подпольную газету, о том, как торговые дома обращаются с людьми, с женщинами». Я почувствовала, как что-то перевернулось внутри. Не в животе, а глубже, в том месте, где живет профессиональное любопытство. В том месте, которое говорит: вот оно, вот зацепка, вот нить, за которую нужно потянуть. «Моя мать была журналисткой?» – спросила я. «Это не так называется. Она писала, ее перестали слушать, а потом лестница». Мать Алиры писала в подпольную газету о том, как женщин продают и покупают, и умерла на лестнице. Алира, судя по всему, не писала. Алира была тихой, покорной. Алира не хотела повторить судьбу матери, и потому молчала. А потом исчезла, и на ее месте появилась я. Совпадение? Я не верю в совпадения. Я журналист. Я верю в факты, источники и перекрестную проверку. Но фактов у меня не было. Был чужой мир, чужое тело, свадьба через 3 дня и лестница, которая убивает. «Тесса, мне нужна твоя помощь». «Госпожа...» «Просто Алира. Мне нужна помощь. Я собираюсь сбежать». Тесса побледнела. «Госпожа, это невозможно. Охрана, стены, город...» «Я знаю. Поэтому мне нужна ты. Ты знаешь дом, знаешь расписание, знаешь выходы». «Если нас поймают...» «Если нас поймают, тебе ничего не будет. Ты служанка. Я госпожа. Я тебя заставила. Это моя ответственность. Но... Тесса, посмотри на меня». «Я не Алира», — сказала я тихо и четко. «Я не знаю, где Алира. Но я знаю, что если я останусь, то, что случилось с ее матерью, случится и со мной. Может, не лестница, может, что-то другое, но результат тот же. А я не собираюсь умирать. И не собираюсь выходить замуж за человека, которого не выбирала. Ты поможешь мне?» Тесса молчала. Потом медленно, как будто каждое слово стоило ей усилия, кивнула. «Ладно, но мне страшно». «Мне тоже», — сказала я. «Но страшно — это нормально. Страшно, значит, ты понимаешь, что делаешь. Плохо, когда не страшно». 3 дня до свадьбы. 3 дня, чтобы изучить дом, найти выход, подготовить побег и не сойти с ума. Я ставила себе в заслугу то, что последний пункт был самым трудным. Первый день я потратила на наблюдение. Ходила по дому, смотрела, запоминала. Журналистский навык — замечать то, что другие не видят. Охрана менялась каждые 6 часов. Смена в 8 утра, 2 часа дня и в 8 вечера.
В окно между сменами минут 20. Задний двор был без наблюдения. 20 минут. Мало, но достаточно, если знать, куда бежать. Куда бежать, я не знала. Город был незнакомым. Не порт, порт был внизу. Порт — это корабли, корабли — это другие города. Другие города — это шанс. Второй день я занялась информацией. Документы в кабинете Себастьяна. Я не могла войти днем, кабинет охранялся. Но ночью, когда дом спал, я выскользнула из комнаты и спустилась по лестнице. Темнота, тишина, только мои босые ноги по теплому дереву. И страх. Холодный, рациональный, полезный. Страх, который говорит: не дыши громко, не наступай на скрипучие доски, не включай свет. Кабинет был закрыт. Но замок простой, медный, с 3 штифтами. Я научилась открывать такие замки еще в колледже, когда писала статью о взломщиках-любителях. Тогда я думала, что это бесполезный навык. Журналистика учит тебя многому, что кажется бесполезным, пока не становится спасением. 2 шпильки из волос, 1 рычаг, 2 гребень, поворот, нажим, щелчок. Дверь открылась. Кабинет Себастьяна Дорна. Темное дерево, кожаные кресла, карты на стенах и стол, заваленный бумагами. Я не зажигала свечу, слишком опасно, но у меня были глаза, привыкшие к темноте. Привычка ночного редактора, который проверял статьи в 3 часа утра при свете монитора. Здесь не было монитора, но было окно и лунный свет, которого в моей квартире никогда не было, потому что окно выходило на стену. Я читала, быстро, жадно, как читала документы в своем мире, когда расследование шло к развязке. Дорнский торговый дом. Поставки оружия, контракты с тирскими армейскими структурами. Через посредников. Но посредники были бумажными. Реальные цифры были здесь. Реальные объемы и реальные имена. Марек Тал не просто генерал. Он куратор северного направления тирской военной экспансии. Свадьба с Алирой не дипломатический жест. Это личное участие. Тал получает не жену, а долю. Процент с каждой поставки. Жена — это алиби. Жена — это мы не просто бизнес-партнеры, мы семья. Семья с генералом, который торгует оружием и получает процент с убийств. Я запоминала, не записывала. Записывать было нельзя, бумага — это улика. Но я журналист, моя память — мой блокнот. Я запоминала цифры, имена, даты. Они входили в чужой мозг, как ключи в замки. И еще одно имя. Внизу одного из документов мелко на полях МД и приписка: информатор, контролировать. МД Мира Дорн, старшая сестра Алиры. Она информатор? Контролировать? Значит, ее подозревают. Или используют, или и то, и другое. Я вышла из кабинета, закрыла замок и вернулась в комнату. Легла, не спала, думала. Утром, за завтраком, я встретила ее, Миру Дорн. Мира была красивой. Не той красотой, которая достается от природы, а той, которая вытачивается годами. 25 лет, безупречная осанка, безупречные манеры, безупречная улыбка. Замужем за членом конфедеративного совета. Брак, естественно, по расчету. «Алира», — сказала она, целуя меня в щеку, — «как ты? Отец сказал, ты ударилась головой?» «Да, ничего страшного». «Ты выглядишь другой». «Другой? Как?» «Не знаю, повзрослела, что ли. А обычно ты не спускаешься к завтраку, ты ешь в комнате». «Вот как?» Алира не выходила. Алира пряталась. Алира была мышкой, которая знала, что в доме есть кошка, и не вылезала из норки. А я вышла, потому что мышь не моя роль. Я хожу, где хочу, и задаю вопросы, которые никто не хочет слышать. «Я решила, что пора выходить», — сказала я, — «раз уж через 2 дня». «Да», — Мира посмотрела на меня долго. «Через 2 дня». Пауза. Она что-то хотела сказать, я чувствовала это, как чувствует, когда источник готов заговорить, но держится. Ждет. Ждет, пока ты дашь ему знак, что это безопасно. «Мира», — сказала я, — «мама тоже не хотела». Она вздрогнула.
как будто я дотронулась до раны, о которой она забыла. Или не забывала никогда. «Не надо, Алира». «Почему?» «Потому что ты не можешь ничего изменить, и я не могу. Никто не может». «Мама пыталась. Мама умерла». «Я знаю», — сказала я. «И именно поэтому попытаюсь я». Мира посмотрела на меня и впервые улыбнулась открыто. «Ты изменилась», — сказала она. «Я не знаю, что с тобой случилось, но ты изменилась, и мне это нравится». Она встала и ушла, но у двери обернулась. «Алира, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, настоящая помощь, ты знаешь, где меня найти». Дверь закрылась, и я осталась с завтраком, с чужим лицом и с ощущением, что только что получила первого союзника. Или последнего. В этом мире трудно угадать. Третий день. Последний перед свадьбой. План должен был быть готов. План был готов, простой, как все гениальное. Завтра предсвадебный прием. Дом будет полон гостей, слуг и суеты. В разгар вечера я выхожу через служебный ход, пока смена охраны. Лука ждет с экипажем, и мы едем в порт. В порту корабль на север, в Альянс. Денег достаточно. Я нашла в комнате Алиры тайник. Золотые монеты и украшения. Немного, но хватит на корабль и на первое время. Но сначала Лука. Человека, который перевозит людей через границы, нашла Тесса. Через знакомую сестры мужа кузена. Обычная цепочка в мире без интернета. Я не могла искать через газету. Я же не могла дать объявление. Я не могла написать в глаз «Ищу контрабандиста срочно». Невеста, не желающая быть женой. Пришлось действовать старым способом, через людей. Встреча на рынке, портовый район, шум, толпа, запахи рыбы и специй. Идеальное место для того, чтобы затеряться. Я вышла с Тессой под видом прогулки. На мне простое платье, шаль и чужое лицо, которое все знали здесь. Потому что шаль побольше, взгляд пониже, шаг побыстрее. Он стоял у рыбной лавки, высокий, широкоплечий, с лицом, которое ничего не выражало. Лет 30, может, чуть больше, одет просто, куртка, сапоги, шляпа, никаких гербов, знаков. Человек, который не хочет, чтобы его запомнили. «Вы Лука?» – спросила я. Он посмотрел на меня, оценил. Не как мужчина, как профессионал. Взгляд скользнул по фигуре, по рукам, по глазам. Он искал оружие? Не знаю. Но через секунду он, видимо, решил, что я не опасна. «Зависит от того, кто спрашивает». «Я от Тессы», — сказала я. «От Дорнского дома». Его лицо не изменилось, но что-то в глазах дрогнуло. Он знал имя, знал дом. Он знал, что это значит. «И что вам нужно?» «Ты Алира Дорн?» Не вопрос, а констатация. «Сейчас да, и мне нужно уехать. Далеко, сегодня или завтра». «Куда?» «На север, в Альянс». Лука прислонился к стене и скрестил руки. «Знаешь, сколько людей хотят на север?» «Много. А знаешь, сколько доезжают?» «Мало. А знаешь почему?» «Потому что граница – это не линия на карте. Это люди с ружьями, которые не любят чужаков. Особенно чужаков с золотом и без документов». «У меня есть деньги». «У всех есть деньги. Вопрос сколько?» Я назвала сумму. Лука не моргнул, но бровь приподнялась. Я заметила. Брови говорят больше, чем рты. «И когда?» – спросил он. «Завтра вечером, во время приема, лучше всего». «Во время приема?» Он впервые улыбнулся, криво, одними губами. «Ты серьезно? В доме будет полгорода, охрана тройная. Твой отец параноик, твой жених тирский генерал, который не умеет терять. И ты хочешь уйти в разгар вечеринки?» «Именно, потому что все будут смотреть на вечеринку, а не на меня». Он помолчал, подумал, я не торопила. Журналистский навык — умение ждать. Люди не любят тишину, они ее заполняют. Говорят то, чего не хотели, и сдаются. «Ладно», — сказал он, — «завтра вечером. Служебный ход, южная стена. Я буду там с экипажем, но условия». «Слушаю». «Первое. Ты делаешь то, что я говорю. Без вопросов, без «я передумала».
Второе, если нас поймают, я тебя не знаю, ты меня не знаешь, мы никогда не встречались. Третье, деньги вперед. Половина сейчас, половина, когда перейдем границу. Справедливо. Справедливо? Ты вообще знаешь, что такое справедливо в этом мире, девочка? Знаю, сказала я. Это когда ты платишь, а тебя везут. Все остальное несправедливо. Он посмотрел на меня долго, потом кивнул. Ладно, ты странная, но... Для Дорнской странная, ну ладно. Я отдала ему половину. Несколько золотых монет, завернутых в тряпицу. Он спрятал их, не глядя. «Завтра», — сказал он, — «и не опаздывай». «Я никогда не опаздываю», — ответила я. Предсвадебный прием был как свадьба, только без жениха. Ну, точнее, с женихом, но он приезжал позже. А пока гости, вино, музыка и я в центре внимания, как торт, который скоро разрежут. Платье почти белое, кремовое, шелк, кружева, корсет тугой, как удавка, прическа, уложенная в сложную конструкцию, которая, судя по ощущениям, держалась на одних шпильках и надежде. Я стояла посреди зала и улыбалась. Улыбка профессиональная, та самая, которую я надевала на интервью с людьми, которых терпеть не могла. Милая, пустая, как чистый лист. Гости подходили, поздравляли, говорили вещи, которые полагается говорить перед чужой свадьбой. Какая красавица, какое счастье, какая пара. Я кивала и улыбалась, и думала, вот так, наверное, чувствует себя скотина на ярмарке. Все гладят, все восхищаются, а вечером зарежут. Себастьян стоял у камина. Хозяин вечера, патриарх, кукловод. Он разговаривал с тремя мужчинами, которых я не знала, но которые, судя по одеждам и осанке, были из других торговых домов. Я прислушалась. Привычка. Маршрут через Кальд надежнее, но дороже, если Тал обеспечит прикрытие на перевале. Тал обеспечит, он не дурак. Он знает, что его процент зависит от... Они замолчали, когда я подошла. Я улыбнулась. И они улыбнулись мне. «Поздравляем, госпожа Дорн». Я отошла, но услышала достаточно. Маршрут через Кальд. Кальд — это город в Северном Альянсе. Тот самый, куда я собиралась бежать. Ирония. Я бежала туда, куда они планировали поставлять оружие. Одно и то же место. Для них рынок, для меня свобода. Мира подошла ближе. Шепотом спросила: «Ты в порядке?» «Нет, но буду». «Алира, если ты хочешь...» «Хочу, очень, но не здесь, потом». Она сжала мою руку коротко и крепко, а потом отошла. А потом приехал он, Марек Тал. Я узнала о его приезде до того, как увидела, что он приехал, потому как изменился зал. Гости расступились, постепенно, как вода вокруг камня. Шум стал тише, музыка медленнее, и в образовавшемся пространстве он. Высокий, широкоплечий, поджарый, как охотничья собака. Лицо волевое, жесткое, с челюстью, которая, видимо, была создана для того, чтобы стискивать зубы. Глаза серые, холодные, как зимнее небо. Волосы темные, с проседью на висках. 34 или 35. Он шел через зал и не смотрел ни на кого. Как будто люди для него были мебелью. Но, в отличие от Себастьяна, он не игнорировал, он оценивал. Быстро, точно, как человек, привыкший к полям сражений, где от правильной оценки зависит жизнь. Он подошел ко мне. Я стояла, улыбалась и думала: «Не дрожи, не дрожи. Ты разговаривала с людьми, которые угрожали тебе убийством, а это просто мужчина, просто человек, который хочет тебя купить. Ты справишься». «Алира», — сказал он, — «ты сегодня красивая». «Спасибо», — сказала я, — «вы тоже хорошо выглядите». Он не улыбнулся. Но что-то в его глазах дрогнуло. Удивление. Он наклонился ближе и сказал: «Ты не Алира». Мир остановился. Сердце забилось, как пулемет. Я улыбалась, я не моргала. Я журналист, я умею держать лицо. «Что вы...» «Не здесь», — сказал он тихо. «Позже. Нам нужно поговорить». Он отошел, как будто ничего не говорил. Пошел к Себастьяну, пожал руку, улыбнулся, а я стояла и думала: он что-то знает. Как? Почему? Что я сделала не так? Я не знала.
Но у меня не было времени разбираться. Через 2 часа побег. Если Тал подозревает, значит времени еще меньше. Я действовала по плану. Вино, тосты, музыка. Я пила, кривилась, ставила бокал, снова пила, хвалила вино, чтобы потом все сказали: она пила много, наверное, ей стало плохо, и она ушла. Через час я извинилась. Голова, простите, мне нужно. Себастьян кивнул, ему было все равно, у него были гости. Мира посмотрела, она знала. Тал не смотрел, но я чувствовала его взгляд спиной, как жар. Я вышла из зала, коридор, пусто. Служебный ход, направо, вниз, через кухню. Тесса ждала у двери с узелком. Теплая одежда, деньги, документы. Я не спрашивала, где она это все взяла. «Иди», — сказала она, — «я задержу их, если спохватятся». «Тесса, иди», — я сказала, помогу и помогу, иди. Я обняла ее коротко, крепко. Она пахла мылом и мукой, кухней, домом, безопасностью, всем тем, что я оставляла. Потом дверь, ночь, холод, экипаж, темный без окон и Лука на козлах. «Садись быстро!» Я села, экипаж тронулся. Я ехала в ночь, в чужом мире, в чужом теле, с чужим именем и чужой судьбой. И впервые с момента, как я вышла из ванной, я улыбалась, по-настоящему. Не той улыбкой, которую надевают как маску, а той, которая рождается, когда ты делаешь, что должен. Я свободна. Пока. Экипаж ехал всю ночь. Лука гнал лошадей, не жалея, не останавливаясь. Дорога плохая, разбитая, каменистая. Меня трясло, как в стиральной машине. Корсет впивался в ребра, спина болела. Я сидела в темноте, держалась за стенки экипажа и думала. Вот так, наверное, чувствует себя посылка, отправленная без адреса. На рассвете мы остановились. Лес, ручей, поляна. Лука спустился, напоил лошадей и разжег огонь. Я вышла размяться, подышать, осмотреться. Мир вокруг был красивый. Не той красотой, которую фотографируют для журналов, а той, которую чувствуешь. Лес густой, темный, пахнущий землей и хвоей. Небо бледное, розовое на востоке. Тишина живая, полная звуков. Птицы, ветер, ручей. «Далеко еще?» — спросила я. «До Кальда 4 дня, если не будет проблем». Лука помешивал кашу в котелке. «Если будут больше». «Какие могут быть проблемы?» Он посмотрел на меня, как на ребенка, который спрашивает, почему небо синее. «Какие угодно. Разбойники, патрули, дорнские ищейки, тирские ищейки, банда «Северный ветер», которая контролирует перевал, оползень, лошадь, которая сломает ногу. Выбирай». «Вы оптимист, Лука». «Я реалист». «Реалист — это пессимист с опытом». Я села у огня, он дал мне кашу, густую, горячую. Я ела и думала. 4 дня. 4 дня в дороге с человеком, которого я не знаю, через земли, которых я не знаю, к городу, в котором никогда не была. Если бы кто-то сказал мне неделю назад, что я буду сидеть у костра в чужом мире, есть кашу из котелка и обсуждать разбойников, я бы рассмеялась. Или написала статью. Или и то, и другое. «Лука», — сказала я, — «кто ты?» «Водитель». «Ты не водитель. Ты бывший военный, контрабандист. Ты знаешь дорогу, знаешь людей, знаешь, как прятаться. Ты не просто перевозчик». Он ел, молчал, потом сказал: «А ты не просто беглая невеста». «Нет, не просто». «Тогда кто?» «Я журналист. Или была им в другом месте». «В другом месте?» «Да, далеко, очень далеко». Он посмотрел на меня без удивления. «Журналист?» — повторил он. «Это который пишет?» «Да, который пишет, ищет правду, который задает вопросы». «И какие вопросы ты задаешь?» «Неудобные в основном». Тогда удачи тебе. В этом мире неудобные вопросы стоят дороже золота». Я заметила. Дорога на север 4 дня. Я узнавала Луку. Не все, он не был разговорчив, но по капле, по слову, по взгляду я собирала его, как собираю материал для статьи. Бывший солдат конфедерации.
Служил в пограничном полку, война с тиром 5 лет, которую конфедерация проиграла, потому что торговые дома продали армию ради контрактов. Лука потерял все: семью, дом, веру. Ушел, стал тем, кем стал. Перевозит людей, иногда товары, иногда то, что не должно пройти через границу. Не от жадности, от того, что не умеет ничего другого. И, может быть, от того, что каждое перевезенное им тело – это маленький бунт против системы, которая продала его. Я не спрашивала больше. Некоторые истории не для интервью. Мир за окном экипажа менялся. Равнины, холмы, горы. Деревни беднее и проще, люди суровее, молчаливее. Здесь не любили конфедерацию, здесь помнили войну. Здесь Тирская империя была недалекой угрозой, а тенью на горизонте. На третий день проблема, дорогу перекрыли. Поваленное дерево, но слишком аккуратно, слишком удобно. Засада. Лука остановил экипаж. Спокойно, как будто видел это каждый день. Может быть, видел. «Разбойники», — сказал он. «Сиди тихо, я поговорю». «Поговоришь?» «У меня есть язык и деньги, обычно этого хватает». Он вышел. Я смотрела через щель в стенке экипажа. 3. Мужики крепкие, вооруженные. Лука стоял перед ними спокойный, руки опущенные, без оружия, говорил. Я не слышала слов, но видела жесты, мимика. Он торгуется, как на рынке, только товар — жизнь. Через 5 минут мужчины отодвинули дерево, Лука вернулся, сказал спокойно: «Поехали». «Сколько?» «Половина того, что у тебя осталось». «Половина?» «Жизнь дороже. Поехали». Я молчала. Денег оставалось впритык. Еще пара таких разговоров. Не хватит даже на корабль. Но жаловаться бесполезно, Лука был прав. Жизнь дороже. Особенно чужая жизнь в чужом мире. На 4-й день горы, Кальт. Город-крепость. Стена каменная, высокая, с башнями. Ворота тяжелые, дубовые, окованные железом. Стража вооруженная, равнодушная. Кальт не любил чужаков, но не гонял их, пока те платили и не нарушали закон. Мы вошли, я смотрела и запоминала. Улицы узкие, каменные, идущие вверх. Дома низкие, с черепичными крышами. Люди простые, крепкие, в шерсти и коже. Ни шелка, ни кружев, ни корсетов. Здесь другие правила. Здесь выживание было важнее красоты. Лука довез меня до постоялого двора, помог сойти, передал узелок. То, что осталось из вещей. Здесь остановишься. Хозяйка Рина. Не спрашивает лишнего. Плати вовремя, и будет тебе кров и еда. Спасибо, Лука. Не благодари. Я не благодетель, я водитель. Ты больше, чем водитель. Ты тоже больше, чем невеста. Если понадобится, найдешь меня в порту. У Берта в таверне, у 2-го причала. Я запомню. Он кивнул, сел на козлы и уехал. А я стояла у постоялого двора в чужом городе, в чужом мире, с узелком, в котором было немного денег и теплая одежда. Свобода. Настоящая, голая, холодная, как горный ветер. Без страховки, без резервного плана, без редактора, который позвонит и скажет: «Катрин, сворачиваем». Я вздохнула и вошла. Рина, хозяйка постоялого двора, была женщиной за 50, с лицом как карта местности. Каждая морщина — история, каждый шрам — сражение. Она посмотрела на меня оценивающе, как Лука. Ну, иначе. Не насколько ты опасна, а насколько ты сможешь заплатить. «Комнату?» — спросила она. «Да, надолго». «Имя?» Я подумала. Алина Дорн нельзя, слишком известная. «Тарай Вест», — сказала я. «Откуда?» «С юга, издалека». «Далеко — это хорошо. Далеко, значит, здесь никто не знает твоих проблем. 2-й этаж, 3-я дверь, завтрак на кухне с 7. Оплата еженедельно. Будешь задерживать — выгоню. Без обид». «Без обид». Комната была маленькой, меньше моей однушки. Кровать, стол, стул, окно с видом на улицу. Чисто и простенько. Я села на кровать и выдохнула. Впервые за 4 дня. Не расслабилась, расслабляться было рано. Но выдохнула. Потом легла и уснула.
Без снов и сновидений, просто темнота, тихая, теплая и безопасная. Темнота, в которой не было ни свадеб, ни генералов, ни отцов-патриархов. Просто ночь. Утро. Я проснулась и впервые за все время не испугалась. Привыкла? Может быть. Или устала пугаться. Когда тебе страшно каждую минуту, страх становится фоном, как шум дороги. Ты знаешь, что он есть, но перестаешь замечать. Проблема номер один – деньги. То, что осталось после разбойников и после оплаты Луки, хватит на неделю, может, на 2. Потом ничего. В мире без интернета, без резюме, без диплома я не могла работать кем угодно. Вернее, могла, но не хотела. Единственное, что я умею, это писать. Вопрос где? Я вышла на улицу. Кальт небольшой город, но живой. Торговцы, ремесленники, таверны. И на углу главной улицы вывеска. Точнее, не вывеска, а лист бумаги, приклеенный к стене. Глаз, газета. Типография, 2-й этаж. Та самая газета, которую писала мать Алиры. И в которую, может быть, стоит написать мне? Я стояла перед дверью и думала. Вот оно, нить. Мать писала и умерла. Дочь будет писать и... Что будет со мной? Лестница, окно или что-то другое? Я журналист, я не умею не писать. Это не профессия, это болезнь, это рефлекс. Это то, что делает меня мной, независимо от того, в каком мире я нахожусь и в чьем теле живу. Я открыла дверь. 2-й этаж. Лестница узкая, скрипучая. Стены облупленные, но чистые. Запах, вот что меня ударило. Свинец, краска, бумага, масло. Знакомый, родной, как запах дома. Не моего дома, но дома вообще. Запах типографии. Я работала в редакции 5 лет. Я знала, как пахнет печатная машинка. Не та, что в этом мире. Свинцовые литеры, ручной пресс, бумага. Но запах тот же, запах слова. Запах того, как слова становятся материей. «Вы по какому делу?» Мужчина, лет 40, а может больше. Широкий, бородатый, с руками испачканными краской. Фартук кожаный в пятнах, за ним пресс, литеры, листы бумаги, типография. Маленькая, пахнущая свободой и каторжным трудом. «Вы Яран Коль?» – спросила я. «Да, вы?» «Тарай Вест. Я ищу работу». «Какую работу может искать молодая женщина в типографии? Убирать? Подавать кофе? Здесь нет кофе». «Писать». Он застыл. Улыбка исчезла. «Писать?» «Да, я корректор, редактор, автор. Я умею писать». «Женщина-писатель?» «Да, женщина-писатель. Это редкое сочетание, но не невозможное». Он молчал, думал. Я ждала. «Покажи. Напиши что-нибудь прямо сейчас. Вот бумага, вот перо. Напиши мне что-нибудь». Я села за стол. Перо незнакомое, тяжелое, бумага грубая, серая, чернила густые. Я не писала пером со школы, но рука помнила, как выводить буквы, как строить предложения, как укладывать слова, как кирпичи в стену. Я писала. О чем? О Кальде. О городе, который увидела впервые. О горах, о ветре, о людях, которые живут здесь, на краю моря, и не боятся. О том, как пахнет свобода, дымом, камнем, потом. 20 минут. Страница. Я протянула ему. Он читал долго, молча, потом посмотрел на меня другими глазами. «Корректор», — сказал он, — «тебе даю должность корректора. Будешь проверять тексты, исправлять ошибки. 3 монеты в неделю. Жилье не предоставляю, еда своя. Если через месяц покажешь себя, станешь автором. Псевдоним сама придумаешь. Содержание под мое одобрение». «Согласна». «Без испытательного срока?» «Месяц и есть испытательный срок». Он усмехнулся, протянул руку, я пожала. Рукопожатие крепкое. Рукопожатие человека, который работает. «Начинай завтра с 7. Опоздаешь, дверь закрою». «Я не опаздываю», — сказала я. «Я журналист». Он не понял. Ну и ладно.
Месяц. Еран дал мне месяц, и я использовала каждый день. Корректор — работа несложная, но утомительная. Читать чужие тексты, ловить ошибки, выправлять стиль. Авторы «Гласса» разношерстные, бывшие военные, разочарованные чиновники, бродячие поэты. Пишут с огнем, но без техники. Я правила и училась. Училась писать пером, без клавиатуры, без автозамены, без редактора, который подскажет. Училась думать медленнее, потому что перо — это не экран. Перо терпеливое. Перо дает тебе время. Через 2 недели я переписывала статьи. Не просто правила, переделывала. Делала их лучше, четче, злее. Иран заметил, молчал, но давал мне все больше работы, все сложнее, все опаснее. Через 3 недели я написала свою первую статью. Не для Гласса, для себя. Точнее, для правды. Торговля оружием между Велесской конфедерацией и Тирской империей. Кто наживается на крови? Я знала цифры из документов Себастьяна Дорна. Я знала имена из разговора на приеме. Я знала маршрут через перевал на юг. Я знала, потому что я была внутри. Я жила в доме, который торговал смерть. Я написала. Не все, не могла, но достаточно. Объемы, маршруты, имена — не все, только те, что я могла подтвердить. Только факты. Статья вышла под псевдонимом В. Иран хотел написать Вест, но я сказала, В достаточно. Чем меньше, тем безопаснее. Статья разошлась. Не как в моем мире, не вирусно, не миллионами кликов, но по Кальду, по Альянсу, а дальше по конфедерации. Люди передавали друг другу, переписывали от руки. Глаз — подпольная газета, но у подполья длинные руки. Скандал. Дорнский торговый дом в ярости. Кто-то слил информацию. Внутренняя проверка, допросы, слуги под подозрением, Себастьян Дорн в бешенстве. Я знала это, потому что знала его. Я жила в его доме, я ела за его столом. Я видела его глаза, холодные, как у покупателя на рынке. И Марек Тал, он тоже читал и тоже искал. Не статью автора, беглую невесту. Женщину, которая не Алира, которая знает слишком много, которая пишет слишком хорошо. Охота началась. Первый признак — человек на улице. Я заметила его на 3-й день после публикации. Он стоял у пекарни через дорогу от типографии. Не покупал хлеб, не разговаривал. Стоял и смотрел на дверь типографии. Журналистский навык — замечать наблюдателей. В моем мире это были люди в штатском, которые следили за журналистами, копающими слишком глубоко. Здесь тот же принцип, другие костюмы. Этот высокий, худой, в сером плаще. Лицо невыразительное, обычное, как серая стена. Идеальное лицо для слежки. Не запомнишь. Я не подала виду, прошла мимо в типографию. «Еран», — сказала я, — «у нас проблема». «Какая?» «Наблюдатель. Серый плащ у пекарни. Стоит, смотрит на дверь». Еран подошел к окну, посмотрел осторожно через щель в шторе. «Освальд Рен», — сказал он. «Тирская разведка, я его знаю. Он не тот, кого ты хочешь видеть у своей двери». «Он за мной?» «Или за мной, или за обоими. Тарай, или как там тебя на самом деле зовут. Ты знаешь, что написала. Ты знаешь, кто за этим стоит. Рен не дурак, он найдет. Вопрос, когда?» «Сколько у нас времени?» «Дни, может, часы». Я села, взяла перо. Не потому, что собиралась писать, потому что руки дрожали, и мне нужно было что-то держать. «Еран», — сказала я, — «я не Тарай Вест». «Я знаю». «Что ты знаешь?» Тарай Вест — южное имя, а ты говоришь с северным акцентом. Ты знаешь о торговле оружием больше, чем учительница из южной провинции. Ты пишешь так, будто каждый материал последний. Я не дурак, Тарай, или как там тебя зовут?» «Алира», — сказала я, — «Алира Дорн». «Дорн?» — повторил Еран. «Дочь Себастьяна Дорна? Беглая невеста Мары Катала? Женщина, за которой охотится половина континента?» «Да». «И ты работаешь в моей типографии корректором за 3 монеты в неделю?» «Да». Он смотрел на меня долго, а потом рассмеялся. Не зло, не горько, а как человек, который услышал абсурдную шутку и не может не оценить. 3 монеты в неделю, дорнская наследница.
Ты или сумасшедшая, или самый честный человек, которого я встречал. И то, и другое, сказала я. Можно? Проблема стала больше, чем я думала. Рен не просто наблюдатель, он охотник. Терпеливый, методичный, как кошка у мышиной норы. Он не спешил, он ждал, наблюдал, собирал. А потом сделал ход. Тесса. Как он нашел ее, я не знаю. Может, допрашивал слуг, может, следил за теми, кто помогал, может, просто купил информацию. В этом мире без интернета информация – товар, а у Рена был кошелек. Тесса была в Кальде. Она бежала после того, как я ушла. Не потому, что хотела, а потому, что оставаться было опасно. Себастьян в ярости, расследование, допросы. Она следующая на лестнице. Рен нашел ее раньше нас и взял. И прислал сообщение через мальчишку посыльного. 2 слова. Алира, обмен. И место за городом, старая мельница, завтра на закате. Я держала письмо и думала, вот оно. Момент, которого я боялась. Не за себя, а за Тессу. Тессу, которая помогла мне, которая рисковала, которая теперь в руках человека, для которого люди – инструменты. «Что будешь делать?» – спросил Яран. «Спасу ее». «Как?» «Не знаю, но спасу». «Ты одна. Рен – профессионал. У него люди, а у тебя перо». «Перо тоже оружие». «Перо не остановит пулю». «Нет. Но остановить пулю не всегда значит выстрелить. Иногда значит не быть там, куда она летит». Яран посмотрел на меня, как на сумасшедшую, потом кивнул. «Ладно, что нужно?» «Лука. Нужен Лука». Лука пришел не сразу. Я послала записку в порт через посыльного. Он явился через 2 часа. Спокойный, как всегда, сел за стол, выслушал. «Мельница», — сказал он. «Я знаю это место. Заброшенное, южный склон. Одна дорога, 2 выхода. По руслу ручья и через лес. Если Рен не дурак, он перекроет оба». «Он не дурак». «Тогда нужен план. Не тот, где ты геройски погибаешь, а тот, где ты живая. И девчонка живая. И я, желательно, тоже». Мы планировали всю ночь. Лука – тактик, Яран – стратег. Я – журналист, который умеет задавать вопросы и находить лазейки. Мы – странная команда. Контрабандист, издатель и беглая невеста. Если бы кто-то написал на статью, никто бы не поверил. План был простым. Слишком простым, чтобы сработать. Но другого не было. Утром я пошла на мельницу. Закат. Старая мельница, каменная, темная, с пустыми окнами, как глаза мертвеца. Ручей внизу журчит, как будто ничего не происходит. Лес вокруг черный, тихий. Я шла по дороге одна, как договаривались. Лука в лесу с одной стороны, Яран в городе, на случай, если нужно будет поднять шум. Рен ждал у мельницы. Серый плащ, серое лицо, серые глаза и Тесса рядом, связанная с кляпом во рту. Живая, это главное. Живая. «Алира Дорн», — сказал Рен. «Или не Алира, мне все равно, имя не важно. Важно, что ты знаешь и что ты написала». «Отпусти ее», — сказала я. «Она не имеет к этому отношения». «Она имеет отношение. Она помогла тебе бежать. Она соучастница. По закону Тирской империи смертная казнь. По закону конфедерации каторга. Я предлагаю лучший обмен. Ты идешь со мной, она уходит». «Куда со мной?» «К генералу Талу. Он хочет поговорить». «Не убить, поговорить. Ты ему интересна». «Интересно?» «Ты не та, за кого себя выдаешь, он это понял. Я тоже. И он хочет знать, кто ты и откуда». Я смотрела на Тессу. Ее глаза большие, испуганные. Она тряслась, она была служанкой, которая помогла госпоже сбежать. И теперь стояла связанная у мельницы. Ее жизнь зависела от решения, которое принимала не она. Я не убийца, я не герой. Я просто человек, который пишет. Но сейчас перо было бесполезно. Сейчас нужен был выбор. Сдаться и спасти Тессу, но попасть к Талу. Человеку, который не убивает, а разговаривает, но от которого не возвращается. Бежать и бросить Тессу, но остаться свободной, остаться живой. Тяжелый выбор. Каждое расследование – это выбор у меня был.
Написать и пострадать, или промолчать и остаться целой. Я всегда писала и всегда страдала, но страдала за себя, за свой выбор, за свои слова. Здесь ставка была другой. Чужая жизнь. «Ладно», — сказала я иду с тобой, отпусти ее». Рен кивнул, развязал Тессу. Она упала на колени, вытащила кляп и закричала. «Нет, госпожа, нет!» «Иди, Тесса, иди к Ерану, он в городе, скажи, перо сломалось, он поймет». «Госпожа!» «Иди!» Тесса побежала. По дороге в город, спотыкаясь и плача. Я смотрела ей вслед и знала, что поступаю правильно и неправильно одновременно, как всегда. Рен подошел, взял меня за руку, хватка крепкая, безжалостная. «Идем». «Подожди», — сказала я, — «одну секунду». Я повернулась к лесу, к деревьям, за которыми прятался Лука. Я не видела его, но знала, что он там. И сказала громко и четко, чтобы он услышал. Перо не сломалось. Перо никогда не ломается. Лука понял. И вышел из леса. Он не вышел, он вылетел, быстро, тихо, как тень. Сзади Рена. Рен профессионал, он услышал, обернулся, но поздно. Лука ударил не ножом, кулаком по виску. Рен осел, не упал, но ослабел. Лука ударил второй раз, Рен упал на колени. Я стояла и не двигалась, потому что не умела. Не умела бить, не умела драться. Я умела только писать. Лука связал Рена теми же веревками, которыми была связана Тесса. Поэтичная справедливость. Я бы оценила, если бы не дрожала. «Идем», — сказал Лука, — «быстро, у нас мало времени». «Куда?» «К Ерану, нужно решить. Сейчас». Мы сидели в типографии. Я, Лука, Еран и Тесса. «Итак», — сказал Еран, — «Рен связан. Через час освободится, через 2 сообщит Талу. Через сутки Тал будет знать, где мы». «Значит, нужно уходить», — сказал Лука. «Далеко, на восток, в земли, где мне достать». «Нет», — сказала я. «Нет?» — Лука посмотрел на меня. «Ты сумасшедшая, я тебе говорил». «Может быть. Но нет. Уходить значит бежать вечно, всегда оглядываться, всегда бояться. Я не умею вечно молчать, не умею вечно прятаться. Если я буду бежать, я потеряю себя. А потерять себя хуже, чем потерять жизнь». «Тогда что?» — спросил Яран. «Большой материал. Все. Не одну статью, серию. О Дорнах, о Тале, о торговле оружием, о том, как торговые дома конфедерации кормят Тирскую империю, а та ест соседей. Документы у меня в голове, показания у Тессы, подтверждения у других домов, которых Дорны подрезали, и Мира». «Мира?» — переспросил Еран. «Мира Дорн. Она хотела помочь и сможет, если решится». Тишина. Лука думал, Еран думал, я ждала. Потому что решение не всегда твое. Иногда нужно дать другим возможность выбрать. «Это война», — сказал Еран, — «ты понимаешь? Не статья, война. Против торгового дома, против тирского генерала, против системы, которая убивает». «Я понимаю». «Тебя убьют». «Может быть, но не сразу. Сначала напечатают, сначала прочитают, сначала узнают, а потом пусть убивают. Потому что если слово напечатано, его нельзя убить. Можно убить человека, но не слово». Герант смотрел на меня долго, потом встал, подошел к полке, достал бумагу, положил передо мной. «Пиши», — сказал он, — «все с начала до конца. Пиши так, будто это последнее, что ты напишешь, потому что может быть последнее». Я взяла перо. Руки не дрожали. Впервые за долгое время не дрожали. Я писала. 3 дня я писала. Ела мало, спала еще меньше. Писала. Слова ложились, как камни в стену, каждый на место, каждый нужный. Первая статья — Дорнский дом, торговля оружием и кровью. Объемы, маршруты, контракты — все, что я запомнила из документов Себастьяна. Факты, только факты. Я не прокурор, я не судья. Я показываю, читатель решает. Вторая статья — генерал Марек Тал,
Война как бизнес. О тирском генерале, который получает процент с каждого убитого. О военной экспансии, которая кормит не армию, а карман. О системе, где война не трагедия, а статья дохода. И третья статья «Женщины как валюта». Как торговые дома продают дочерей. О свадьбах-сделках, о невестах-печатях, о матерях, которые падают с лестницы, об Алире Дорн, без имени, но с историей. Мира прислала документы. Через Луку. Документы, подтверждающие. Контракты, письма, расчеты. Мира выбрала свою сторону. Не Алирину, а сторону правды. Она Дорн, но Дорн, которому надоело молчать. Четвертая статья, последняя, о том, каково это оказаться в чужом мире, в чужом теле, без имени, без документов, без мира. О том, как пахнет типография, о том, что слово сильнее меча. Не потому, что убивает, а потому, что живет. Без подписи. Потому что мир еще не готов узнать, откуда я. Но каждый, кто читал «В», услышит. Серия вышла. Скандал чудовищный. Не сразу. Мир без интернета реагирует не мгновенно, но как волна, статья за статьей, город за городом. Люди читали, переписывали, передавали. Конфедеративный совет вынужден был начать расследование. Другие торговые дома подняли головы. Нашлись свидетели, открылись источники. Все закрутилось, как снежный ком. Дорнский торговый дом трещал, контракты расторгались, партнеры отворачивались. Себастьян Дорн арестован. Не тирцами, своими. Конфедеративный совет под давлением скандала приказал взять его под стражу. Ирония. Система, которую он обслуживал, съела его. Марек Тал отозван в Тирскую империю. Не из-за статей. Канал раскрыт и стал бесполезен. Но статьи ускорили процесс. Сделали публичным то, что должно было оставаться в тени. Тал ушел, но не забыл, не простил. Я знала это, чувствовала. Мира спасена. Лука вывез ее до публикации. Она в Кальде с нами, пишет письма. Не статьи, а письма. Каждое длинное, подробное, живое. Она Дорн, но живой Дорн. Тиса работает в типографии, не служанкой, помощницей. Учится читать, учится писать. Еран учит. Терпеливо, строго, как человек, который знает цену слову и не терпит небрежности. Еран ранен. После публикации был поджог. Неизвестные ночью подожгли типографию. Я вынесла его из огня. На чужих руках, тонких, непривычных к тяжести, но вынесла. Потому что он мой партнер, мой наставник, мой друг. Типография восстанавливается, стены целы. Пресс пострадал, но ремонтируется. Бумага сгорела, но будет новая. Слово не горит, слово живет. Утро. Я стою в маленькой комнате над типографией. Умываюсь. Передо мной зеркало. Лицо Алиры Дорн. Тонкие скулы, темные глаза. Лицо, которое теперь мое. Не как маска, как часть. Как шрам на коленке, которого здесь нет, но который все еще болит. Я приняла это лицо, приняла эти руки, приняла этот голос, приняла этот мир. Пар, камень, чернила, опасность и свобода. Я Тарай Вест, журналист, издатель, автор, женщина, которая зашла в ванну и вышла в чужой жизни. Внизу стук. Это стучит Еран по трубе. Сигнал. Чай готов, спускайся. Я смотрю в зеркало в последний раз. Потом улыбаюсь Алириной улыбкой, но моей. «Доброе утро», — говорю я. Не знаю, кому, ей, себе, зеркалу, всем. Потом спускаюсь в типографию, к Ерану, к чаю, к работе, к слову, которое не горит. Я журналист, я живая, я здесь. И это только начало. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь
и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!